Всем привет! Вы на канале Twin Китай. Мы продолжаем проходить Gun Home. Почему так темно? Потому что свет выключен. Логично, в принципе, логично. Где? Кто я? Можешь включить свет? Вот. Спасибо. Мамина сумочка. Прикольно, она мне не надо. Руководство по научно-исследовательской и просветительской работе лесного хозяйства и лесничества округа Такелма. Привет, Джен. Я достал 2 билета на какой-то фестиваль в четверг, но моя девушка говорит, что не пойдет. Ее ужасный музыкальный вкус опять напоминает о себе. Ну или не фестиваль. Получается, что у меня есть лишние билеты, я подумал, может, тебя заинтересует. Всяко веселее, чем стричь кусты под холодным ливнем, верно, Рик? Ледяная комната. Если это обеденная комната, то здесь тот проход. Вот что здесь. Еще и темно здесь. Ой, жутко темно. Привет, мам, папа, Сэм. Ватикан странный. Как вы видите, у католической церкви все еще есть куча денег, оставшихся со средних веков. Я должна увидеть все здешние творения искусства, включая потолок Сикстинской капеллы и скульптуры Микеланджело, Донателло и других черепашек-ниндзя. Мам, мы должны съездить сюда с тобой вместе. Мне бы хотелось побывать здесь с кем-то, кто действительно ценит историю. Кроме того, Сэм, у них есть разные реликвии, например, останки тел важных мертвых людей. Ты тоже должна сюда приехать. Следующая остановка — Барселона. Успокойся, папа, бык меня не растопчет. Наверное. С любовью, Кэти. Сэм, так как ты отказалась выслушать нас сегодня днем, мы с папой решили предельно ясно изложить это в письменном виде. Ты под домашним арестом до конца месяца. Тебе запрещено использовать телефон, брать машину можешь только для поездок в школу и обратно. Мы понимаем, что ты сейчас испытываешь, но мы не можем позволить тебе вести себя так в школе. Для ясности, после домашнего ареста мы не разрешаем тебе закрываться в своей комнате, пока Лони находится в нашем доме. Это наше последнее слово по этому поводу. Вернись к прежнему образу жизни, и таких недоразумений больше не повторится, папа. Направление Саманта. Причины распространения недопустимых печатных материалов на территории школы. Сегодня вечером у меня был занимательный разговор с родителями. Один из тех разговоров, которые бы ты никогда не захотела иметь. То есть, ты же знала про меня, верно? Ну, я все решила для себя, наверное, еще с принцессы Ширы. Мама и папа так не считали, я полагаю. Тем не менее, они увидели журналы и вещи на моем шкафчике и спросили, «Ты не хочешь нам рассказать про себя и Лони?» Так вот, я была готова к тому, что они разозлятся или разочаруются во мне, или начнут кричать, или еще чего. Но они просто отказывались понимать меня. Ты слишком молодая, чтобы знать о том, что тебе нужно. Вы с Лони всего лишь хорошие подруги. Тебе просто еще не повстречался подходящий мальчик, у тебя такой период. Я даже не могла предположить, что они не могут проявить достаточно уважения, чтобы поверить мне. Ладно, ну и шут с ними. Просто у них такой очень долгий период. О, родители не приняли то, что ей нравится девочка. Май гад. Ну... Родители, вы что, на приколе? Прежде всего поздравляю, Дженнис Гринбрайер, региональный директор. Я поздравляю тебя с тем, что ты собираешься принять предложение о новой работе, не так ли? Ну и чего ты ждешь специального приглашения? Перезвони им. Но сначала давай обсудим вашу прогулку на природе с нашим любимым самцом во фланелевой рубашке. Вот это да, звучит, как будто ты вкладываешь особый смысл в невинное свидание. Ты уверен, что это нечто большее? Ты сказал, что у него есть девушка, ты уверен, что у них несерьезно? Хорошо, итак, мы должны с тобой видеться лицом к лицу. Хватит уже этих писем, я должна тебя поздравить. Я должна тебе поздравительную Маргариту, начальница. До скорого. Кэрол.
Случайный воитель Терренс Гринбрайер не забрасывает и милый. Ага, это то место, где я проходила. Колода карт. Я не разрешаю тебе играть. Нет, не будет такого. Я просто вставляю их, чисто чтобы, может быть, мне дадут случайный спаситель, еще одно открытие издательства. И, может быть, мне дадут ачивку. Но это не точно. А не разрешаю я им играть, потому что авторские права. Мне оно надо? Нет, мне оно не надо. Русская какая-то. Еще что-то. Мороженца. Прикольно. И овощи еще. Закрой. Мистер и миссис Джонатан Блэйр просят оказать им честь своим присутствием на бракосочетании их дочери от Хелен Маргарет для мистера Ричарда Морриса Паттермаха. Воскресенье 4 июня 1995 вечером 4:30 лютеранская церковь заката Сисайд, Орегон. Угу. Расписание 7 работа. И как бы все. Бананчики у вас тут. Угу. А тут есть что? Нет? Ну и ладно. Не очень-то и хотелось, как бы. Ну, не полазить в шкафчиках, это как... Это совсем плохо. Закрой посудомоечную машину. Саманта и Дэниел однажды были в лесу. Было светло, и они решились на приключение. Пошли в нехорошую часть леса, и тут стало темнеть. Тогда Дэниел сказал: ты боишься? А Саманта ему: нет, а ты? И они пошли еще глубже в темный лес, туда, где никогда не были раньше. И там был король, пиратский корабль. Корабль, неважно. Тут и без меня написано неправильно, а я, видимо, еще решила усложнить задачу. Курс на океан. Саманта сказала, что она будет капитан, а ты будешь моим перчевым помощником. Дэниел сказал, что он будет 2 капитаном, и они пошли на пиратский корабль и плыли вперед. Просто невероятно. Хорошо. Окей. Дэниел все-таки зашел к нам, чтобы забрать свою приставку. Я переживала, что это когда-нибудь случится, но он прихватил с собой тот рассказ, который я написал, когда мы были маленькими. Я начала читать его и зарыдала прямо за кухонным столом. Он спросил, что не так, а в это время я думала о тех временах, когда мы были друзьями, какими мы были беззаботными. Но вместо этого я рассказала ему про свою школу, про отца и про Лони, и про то, как мне было жаль, что мы с ним перестали общаться. Он меня обнял и сказал, что все будет хорошо. И почему-то я почти поверила ему. Кэти приезжает в этом месяце, она еще позвонит, скажет, как-то точно. Поездка в честь годовщины свадьбы. Поздравляю с новой должностью, дорогая мисс Гринбрайер, региональная директорка природоохранного отдела. Природоохранного. Этим официальным письмом я поздравляю вас с новой должностью региональной директорки природоохранного отдела в службе охраны лесов. Желаем вам удачи в последние рабочие дни в национальном лесу Флинтлак. С нетерпением ждем вас на новом рабочем месте в офисе службы охраны лесов 1 мая 8:00. Да, я слышу, что что-то там, типа,
дергается. Ну, короче, дом старый, я все понимаю. В конце концов. А ну-ка, стой. Ага, это еще туда. Ну, давай схожу сюда сначала. Случайный изгнанник. Ага. Уважаемый мистер Гринбрайер, во-первых, будем надеяться, что это письмо вообще дойдет до вас. Да черт побери, это будет чудо, если в конце концов вы его получите. Вы знаете, как давно мы пытались найти вас. Не волнуйтесь, мы не федералы, не люди в черном или что-то типа того. По правде говоря, мы на вашей стороне, позвольте все объяснить. Нас запросто можно назвать особенным издательским домом. Мы специализируемся на необычных, опередивших свое время, малоизвестных, но ценимых в узких кругах библиофилов необычных стилей. В узких кругах библиофилов необычных стилях, существующих по своим собственным законам и вне массового потребительского рынка. С момента нашего основания 4 года назад нам сопутствует огромный успех, погребенные заново воскрешенные, словно Христос или зомби, бессмертные труды. Дальше мы не дочитали. Короче, это для ее папы записка, неважно. Джон Рассел, днем скромный страховой агент, который ночами меняет историю, преображается в дерзкого нарушителя. Этот ловкий страж мира, достойный представитель современной провинциальной Америки. Наша миссия вернуть его к жизни. Нам нужно ваше разрешение на переиздание работ, так как первоначальный издатель разорился 10 лет назад. Предоставьте, пожалуйста, новые версии предисловий, которые попадут в переиздание наших книг «Случайный спаситель» и «Случайный изгнанник». Книги выйдут ограниченным тиражом специально для ваших постоянных читателей. Мы с нетерпением ждем сотрудничества, ну и пофиг. Вот так. Сэм, мы с мамой уезжаем на празднование годовщины нашей свадьбы. Нас не будет с 3 по 7 июня. Мы устроимся с палаткой в ущелье. Обязательно позвоним, как поедем домой. К сожалению, на кухне все еще ремонт. Никогда не доверяй подрядчику. $40 на столе, чтобы заказывать пиццу, пока нас не будет. Будь умницей, папа. Я спросила у Лони, что нужно сделать, чтобы подготовиться к отправке. Она сказала, на самом деле немного. Брать с собой ничего нельзя, никаких личных вещей, никаких контактов с внешним миром, пока ты на армейских курсах. Просто упорно тренируешься каждый день, а потом тебя кто-то командирует. Так что они просто отошлют ее. Туда не знаю куда. В другую часть страны, в другую часть мира. Она просто исчезнет. She's really going to be gone. Just gone. Ну, на самом деле не все так плохо, как по мне. И это вполне все. Ну, ладно, я не знаю. Окей, ладно, я не буду ничего утверждать, я не была в такой ситуации, но все равно. Ну, типа, это же не работает так, что прям вот она пошла туда, у нее никогда не будет никакой своей личной жизни и ничего, и все. Ну, не совсем ведь так. Типа, да, ее могут там отослать куда-то на какое-то время. Сегодня вечером у Лони с группой был прощальный концерт. Она такая невероятная на сцене. Когда она пела, я практически забывала обо всем. О том, что у нас осталось всего 48 часов. О том, что я не представляю, что будет дальше. И что я не смогу жить без нее. Затем она посвятила последнюю песню мне, но я не смогла вынести этого, выбежала вон, рыдала до боли в груди, сидя на бордюре у дороги. Кэти, я бы последовала за ней хоть на край света, но она уходит туда, где мне места нет. Через некоторое время она нашла меня. Она сказала, мне очень жаль, что все так вышло, я просто хотела тебя порадовать. Я ответила, не думаю, что ты и теперь сможешь. Я отправляла эту открытку из Барселоны. Не чихну.
Привет, мама, папа и Сэм. Я замечательно провела время на пляжах Барселоны. Папа и Сэм, я думаю, вам бы понравилась архитектура Гауди. Его стиль как будто внеземной. Я направлялась в конечный пункт назначения Амстердам. Надолго ли? Понятия не имею. У меня заканчиваются деньги, поэтому я буду искать дешевые билеты домой. Я позвоню вам перед вылетом. Не могу дождаться, чтобы снова увидеть всех вас. Я так соскучилась по дому. С любовью, Кэти. Соскучилась. Угу. Пицца. Прекрасно. С чем я хожу, смываю унитазы? Это вопрос века, но это уже есть. Сэм, если бы я знала, как это получше объяснить. Армия — это то, с чем я выросла, часть меня. Сослуживцы моего папы для меня как семья. Я всегда знала, что окажусь именно там, никогда не помышляла о другом. Я так хочу, чтобы все было иначе. Может быть, однажды, когда я устроюсь на базе, ты закончишь колледж и станешь знаменитой писательницей. Я научусь перебирать движок танка с закрытыми глазами, все будет иначе, и мы сможем быть вместе. До встречи, Эл. Ну вот именно, что потом, может быть, да, не сейчас придется вот это вот потерпеть, но они, наверное, могли бы снова вместе быть, ну, или я не знаю. Может быть, я ошибаюсь. Откуда мне знать, правда? Консультирование супружеских пар. Аннотации. Прошло почти 20 лет с тех пор, как Джон Рассел слышал зов. Однажды он спасал жизнь президента, он практически забыл те времена полные опасности и волнения. Никогда он что-то значил. Поэтому, когда знакомый разрыв во времени разомкнулся перед ним, сомнения ушли прочь. Президент в опасности? Нет, в этот раз тебе придется спасти свою жизнь. Из-под пера Терренса Гринбрайера. Дорогой Каз, не могу передать словами, как мне радостно видеть Джона Рассела снова в печати. Большое спасибо за то, что прислал мне копии нового издания. Обложка просто супер. Знаю, ты говорил, что это издание не занимается выпуском новых книг, но переиздание прежней серии вновь пробудило во мне вдохновение и интерес к работе, что привело к написанию завершающей части приключения Джона Рассела. Думаю, это может тебя заинтриговать. Там полно размышлений, самокопания, но без волнующих моментов и странностей, на которые рассчитывают читатели. Надеюсь, это станет новым захватывающим вектором развития. Что-то там благодарен. Что-то там благодарен, ну ладно, вот. Вот текст. Место, где мы сделаем это. Потайная дверь под лестницей. Полночь, 5 июня. Последние приготовления завершены. Потайная дверь под лестницей. Мы договорились, что наша последняя ночь вместе будет самой лучшей, такой, что мы забудем про завтрашний день. На какое-то время это помогло. Изгоняя дух Оскара из дома, мы неплохо повеселились. Потом мы побежали на чердак, чтобы посмотреть все наши фотографии и выбрать ту, которую Лони заберет с собой. И глядя на них, я начала осознавать, что это все в прошлом, и никогда больше этого не будет. Я не знала, что мне делать, заплакала, и она обняла меня. Она сказала, что знала, как это будет трудно, но жизнь продолжается. Я сказала, что не хочу продолжать свою жизнь без нее. После этого она тоже заплакала. Я была такой уставшей, что, должно быть, просто заснула у нее на руках. На следующее утро я проснулась уже одна. Подожди, что? Тайная дверь под лестницей. Кухня. Под лестницей это вот здесь. Мне сюда.
Это фойе. Можно как-то туда быстренько добраться? Где я? Я здесь. Я бы как-то быстренько в фойе добраться. Ну, вроде как раз тут выход есть, да? Да, вот. Ну что, где у нас потайная дверь? О! Одержимость и экзорцизм, взаимодействие с потусторонним и изгнание нежелательных духов. Плоская аптека Масана. Положи обратно. Ключ от чердака. Лучи заходящего солнца — самая грустная вещь, которую я видела в этом доме. Я просто хочу спать. Когда я на чердаке, мне кажется, что Лони все еще где-то рядом. Она просто спустилась вниз, и я тут жду ее, вслушиваясь, словно вот-вот услышу, как она откидывает чердачный люк, выдвигает лестницу и поднимается ко мне. Может, стоит подняться на чердак и подождать? Ее сестра там, что ли? Подожди, сейчас будет прикол, если ее сестра там. Где тут ваш чердак? Не здесь? Вот здесь, да? О. Сэм, я всегда буду помнить о том, что было между нами. Оставайся сильной, покажи им класс. Я люблю тебя, Лони. Боже мой, Кэти, я задремала на чердаке, там, где мы с Лони часто тусовались, и даже не услышала, как начал звонить телефон. Я едва успела определить автоответчик и взяла трубку. На том конце была Лони, которая звонила с телефона автомата. Она сказала, что пока ехала в автобусе на базу, не могла ни о чем думать, кроме меня и нас, и о том, что она не справится ни с армией, ни с одиночеством, ни со всем остальным. Поэтому она сошла с автобуса в Салеме. Она сказала: Сэм, я хочу, чтобы ты взяла с собой все вещи, которые тебе могут пригодиться, закинула все это в машину, нашла меня. Давай просто уедем, найдем новое место для нас. Она спросила меня, могу ли я это сделать. И я ответила «да». О май гад. Ее сестра все-таки поехала. О май гад, это так мило. Они все-таки вместе. О, СЛ. Это так мило. А где тогда папа и мама делись? Вот в чем вопрос. Типа она уехала, это ясно. Прочесть письма для Кэти. Не читайте, если вы не Кэти. Кэти, мне так жаль, что не могу увидеть тебя лично. Что не могу тебе все рассказать. Я надеюсь, что, читая этот дневник, ты поймешь, почему мне пришлось так поступить. И ты не расстроишься и не будешь меня ненавидеть после этого. Просто знай, что я там, где должна быть. Я очень люблю тебя, Кэти. Еще увидимся. Когда-нибудь. Мне нравится, что тут такой довольно милый конец. Я ожидала на самом деле, что конец будет все-таки не таким радужным, что они расстанутся и все, потому что, ну, обычно... Необычно, ну, просто не знаю, я думала, что будет так.
Ну, миленький конец, довольно игра тоже миленькая, вполне себе на один раз отлично заходит. Почитать, особенно тем, кто любит тоже. Хоррора, к сожалению, не было, хотя, с другой стороны, к счастью, это такой жанр, здесь хоррор был бы и не нужен. Единственное, что не поняла, где родители. Или, типа, мама на работу ушла, я хз. Либо они куда-то уехали. Может быть, я где-то что-то пропустила или недопоняла, и родители просто сейчас не дома, но позже приду домой. Ну, про сестру все понятно. Ага, ну вот и все. Пишите, как вам игра. Я, в принципе, для игры 2013 года, она вполне себе хорошая, рассказывает милую историю, не длинная, сколько, часа на 3 игра, наверное, да? Так что, да, в целом, если судить в общее впечатление, то, ну, мне понравилось. Как-то так. Спасибо вам, Твинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.